Всем привет! Сегодня я готовлю вот такой вот рамен том-ям. Должен быть не очень острый, но надеюсь, что вкусный получится. Но прежде чем начать основную лапшу, я приготовлю яйцо специальным образом. Это яйцо умен, оно получается немного кремовым внутри, желток кремовый, а белочек схватывается нормально. Ну, то есть нежненький такой получается. И готовится это достаточно просто в домашних условиях. Для этого нужно всего лишь готовить немножко не так, как мы привыкли. Сейчас расскажу. Вот я поставила воду на огонь. Сейчас она закипит. И тогда, когда она закипит, я положу туда яйцо. При этом огонь выключу. И оставлю все это на примерно 25 минут. Ну, потому что яйцо у меня большое. Если яйцо поменьше, то можно оставить на 20 минут. Не знаю, что получится, но если получится классно, то это хороший способ. Не быстрый, но прикольный. Посмотрим, что будет. Ну, а пока у меня закипает вода для яйца, я сейчас это пока отложу в сторону. Немножко приготовлю компоненты нашего том-яма. Во-первых, я обжарю одну сосисочку. Так вот надрезаю, чтобы было красиво. Чуть-чуть масла на сковородку. Каплю масла. И отправлю ее немножко поджариться. Так, и пока порежу зажарку. Это у меня маленький кусочек помидорчика, остатки, можно сказать, его пущу в зажарку. И совсем маленький кусочек лучка. Вот, небольшой совсем. И это все мелко порежу сейчас. И это будет непосредственно зажарка перед тем, как мы добавим сам супчик. Так просто мелко нарежем. Лучок тоже не люблю лук большими кусками, кроме маринованного. Так, вода на яйцо у меня, на яйцо, точнее, у меня закипела. Я аккуратненько ложечкой яйцо сейчас опущу в кипящую воду и выключу ее. Так, посмотрим, что у нас в рамене. Какие там ингредиенты, но там, скорее всего, будет все стандартное. Сосисочку перевернем. Скорее всего, там будет все стандартное. То есть, да, сама лапша, несколько пакетиков. Вот. Даже кокосовое молоко, представляете, маленькое. Но у меня есть кокосовое молоко, если не хватит, то я добавлю больше его. Кокосовое молоко в таком вот вкусе, как том-ям, оно добавляет немножко нежности. Так, сосисочка готова. Сосисочка готова, я ее отложу. Она пока нам не нужна. Так,
И на эту же сковородку я отправляю лучок и помидорку. Можно еще добавлять перец. Так, это мне, наверное, уже не нужно. Можно добавлять перец болгарский. Но у меня его просто нет, поэтому я ничего не добавляю. Я не добавляю ни соль, ни какие-то другие сейчас специи, потому что все специи, которые мы будем использовать, это специи из непосредственно вот этого пакета. А тут у нас кокосовое молоко, как вы видите. Такая-то вот добавка основная а-ля том-ям. И сушеные добавочки. Также я добавлю немножечко кукурузы, ну уже потом. Это так называемый топпинг. Сосисочка у меня тоже будет топпингом. Не знаю, насколько она будет сочетаться со вкусом том-яма и креветок, но думаю, что все будет хорошо. Так, немножко зажарила. Теперь беру нашу лапшу и сюда же на сковородку кладу. Это можно высыпать. Вот. Положили лапшу и добавляем водичку для того, чтобы лапша начала готовиться. Я это делаю прямо в сковородке. Не очень много добавляю, потому что я делаю одну порцию. Можно воду заранее подогреть, чтобы это было быстрее. Но в моем случае, наверное, все равно яйцу еще лежать и лежать достаточно долго в горячей воде, в кипятке. Вот, поэтому оставляю так. Когда вода закипит, я буду добавлять специи, кроме кокосового молока, которое добавляется в самом конце. Вот, смотрите, вода уже потихоньку закипать начинает. Я подготовила весь топпинг. Еще будет нори, который тоже добавлю в самый последний момент. Сосисочка, крабовое мяско и кукуруза. Можно добавлять грибочки, например, шиитаки. Можно добавлять обжаренные какие-то грибочки типа шампиньонов. Но помните, что лучше в небольших количествах это делать. Лапшу я уже один раз перевернула. Смотрите, она уже так вот размягчилась. Сейчас добавим специи и будем со специями мешать. Так. Сначала добавим сухие травки. Сухие травки. Что тут у нас какие-то перчики и что-то зелененькое. Затем добавим непосредственно сам том-ям. Должен быть красный, как борщ. Да. Сама паста. Том-ям. Так. Мусор сразу убираю. И теперь будем перемешивать. Так, чтобы все компоненты у нас смешались
максимально. Немножко прибавила огня. Так, ну мне кажется, что кокосовое молоко я буду брать все-таки то, которое я, простите, сама купила, а не вот это вот маленькое 19 граммов. Вот, у меня все закипело. Все закипело. Поэтому я вскрою кокосовое молоко. У меня такая пачка побольше. Если останется, то завтра отправим куда-нибудь еще. И добавляю кокосовое молоко. Такое немножко, вот, видите, немножко стало кремовым сверху. Это нормально. Не, наверное, все туда добавлю. Такой звук, конечно. Так. Кстати, кокосовое молоко тоже, по-моему, какого-то азиатского бренда. Вкусное очень. Прям натуральный кокосик. Это не то молоко, которое у нас продают. Растительное, там скорее растительный напиток и смесь. И это прям супер кокосовое молоко. Теперь я все это перемешиваю. О, густой получается, конечно. Шикарный. Шикарный суп. Вода кипит. И покипеть ему нужно буквально пару минут, потому что у меня долго лапша томилась, и она, в принципе, уже готова. Уже готова. Если готовить из уже горячей воды, то это гораздо быстрее. И там достаточно примерно 3 минут в кипящей воде, чтобы лапша была готова. Вот, я смешала. Сейчас, минуточку буквально. Или даже поменьше сейчас. Прокипит. Все. И будем переливать этот супчик в тарелку. Выключаю такую тарелку. Это берем на потом. И сюда буду перемещать наш супчик. Так. Я попробую вытащить лапшу. Потому что мне кажется, что тут много, и это все не влезет. А лапша нужна. А нет. Идеально вошло. Не уверена, правда, что я все это съем. Но посмотрим. Посмотрим, как пойдет. И вот в эту красоту я добавляю сосисочку и топпинги. Ну, а яйцо еще томится некоторое время. Оно
будет добавлено немножко позже. Вот такой вот супчик получился. Подсниму его с яйцом, чтобы было понятно, что и как. Смотрите, как он выглядит. Очень сытный будет. Ну, если не съем, то придется завтра доедать. Ну, конечно же, еще нори и яйцо. В общем, яйцо не удалось, поэтому будем кушать без яйца. Вот такой вот рамен получился. Надеюсь, что вы тоже когда-нибудь приготовите что-нибудь подобное. Приятного мне аппетита, а вам пока-пока.